Всем привет, друзья мои, с вами Андрей Панда, и 38 тысяч километров уже было пройдено, сейчас 5 утра в Москве, 10 апреля, и я стартую в Шереметьево, чтобы дальше поменять вот эти холодные плюс 7 градусов на что-то жаркое в плюс 30-35, которые сейчас есть у нас в Дубае. Ну вот, в принципе, туда-то я сейчас и лечу. В Шереметьево. Ничего не меняется. 6 утра, сегодня вторник, и пробка в шарик. А в дэшку начинается даже перед мостом. Реально жесть какая-то. Ну а мы на велосипеде. И нам вообще ве. Признаюсь честно, мне будет явно не хватать этой московской прохлады. Сейчас реально классная погодка. Не жарко. Солнце вот встает. Так что добрался я до терминала Е чуть больше, чем за час. 30 километров уже у меня пройдено за сегодня. Вот так вот начинается утро. Ну и ваше здоровье. Сейчас немножко передохну и пойду на регистрацию. She woke up in the morning with the sunrise in her eyes, but all that she sees is darkness, and she won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining. She keeps on praying. Oh, sunny days lift me when I'm down. Oh, sunny days breaking through the clouds. Oh, sunny days. She keeps on praying. She keeps on praying. She keeps on praying. Шикарный канадский поезд. Довольно шустро он так ездит между терминалами. Я только думал, все-таки помедленнее. Ну, это прям гоняет. Чуть ли не Шумахер. Ну что ж, вот и собран мой велик. Потратил я где-то минут 30 на ожидание багажа. И еще примерно столько же на то, чтобы его подготовить к поездке. Все без повреждений, все хорошо. Так что Аэрофлот в этот раз меня очень даже порадовал своим сервисом. В первую очередь нужно выбраться из этого огромнейшего аэропорта. Как я понял, я оказался в терминале 3, хотя прилетал я в другой терминал. Ну и теперь надо вот выбираться отсюда в ту сторону. Ну что, ребята, проехал я полпути, как сказали, 33 градуса в Дубае, но по ощущениям мне так это вообще 22-24 примерно московские. Вообще нифига не жарко, ветер прохладный, с моря дует. Вот, я сейчас на Д-64 еду на север, параллельно трассе 11, которая магистраль. Вот, она меня как раз туда должна и вывести, в те края, где у меня отель. Ну и что я могу сказать? Вечерний час пик, пробки в Дубае. Вот так вот, не только не в Москве, но и здесь.
плохо будет слышно, а уж слишком сильный ветер. Но я покинул 117-ю трассу, свернул на 134-ю. И все, сейчас поверну налево и упрусь скоро в набережную. А это уже будет финишная прямая. Вообще по этой 117-й я сейчас задолбался ехать. Потому что она мне чем-то Ленинский проспект напомнила. Когда едешь, постоянно светофоры, они долгие. По 2 минуты стоишь, ждешь, по 3. Ну вот так вот у них все сделано. Время уже 6 вечера. Вот красивый закат. Ну и мне осталось, наверное, километров 5, я так полагаю. В общем, совсем немного. Ну, ребята, вот и море. Кто ищет, тот всегда найдет. Красота. И вот она, набережная. 34 километра я уже проехал. И вот я почти у самой цели. Вы посмотрите, как тут красиво. Вот мне туда, в самый-самый конец. Сказать по правде, я уже, если честно, заколебался. Ну, во-первых, меня бесит этот шлем. Реально. С ним вообще не кайфово ездить. Ни разу в жизни не ездил со шлемом за все 38 тысяч километров. Сегодня первый раз в жизни. О, самолет на заднем плане. Вы смотрите, какая красота. Вау. Это он взлетает. Так вот, я сейчас так посчитал, выходит, что я уже больше суток как не спал. Это тоже сказывается на физическом состоянии. Ну и плюс, я еще не делал никаких перерывов. И не забываем, что у меня за спиной 6 килограмм. И еще парочка висит на правой стороне руля. Там чехол от велика и велопринадлежности. Фух. Ну, в общем, едем к финишу. Мимо какой-то вот такой офигенной стройки. Знакомая надпись. Аджман Бич Хотел. Вот туда-то мы и едем. Круговое движение. И финишная прямая. У-ху! Вот туда-то мы и едем. Итак, 38 тысяч и 66 километров. Иными словами, за сегодня я намотал 66 км. И с меня, если честно, хватит на сегодня. Я выжат как лимон. Ну, причем 3 раза уже выжат как лимон. Надо бы еще парковку там найти. А, вон она. Так, теперь надо развернуться. Знаете, мне это напоминает чем-то самолет, когда прилетает в аэропорт и первый пролет делает такой торжественный над полосой, над взлеткой. Потом разворачивается и садится. Вот примерно то же самое. Оп, сайклист сюда. Ну да. И в обратку. Ну ладно, лишние почетные 500 метров. Будет 67 километров. О, все, ребята. На этом первый этап заканчивается. Всем желаю всего самого хорошего. Я отдыхать. Так, пару слов о номере. Входим. Ванна, туалет. И вот такой вот номер. Стулья, кровать, телек. И вид на море. Правда, сейчас там не особо ничего видно. Зато вон бассейн. Очень даже симпатично.
обедать. Макдональдс. Ну вот, собственно говоря, обед. Биг Тейсти, картошка, кетчуп. Бесплатный кетчуп. Не то, что в России. Вот не знаю, либо мне кажется, что тут все другое по вкусу, и вода слаще. Но как-то мясо прям отличается, чем-то куриное больше напоминает, нежели говядина. Ну, такой Биг Тейсти, и, кстати, удобная упаковка, лучше, чем у нас. Ну что ж, пока я стою на светофоре, вот, сделаю небольшой видос, а то я все снимал округу, себя не снимал. Вот. Направляюсь сейчас на тот самый стадион, автодром, где по средам проходит день открытых дверей. Те, кто на велосипеде, или бегуны, или на мотобайках, могут приехать, зарегистрироваться и покататься по стадиону, где проходит Формула-1. Вот такая интересная у них тут тематика. Я, честно, нигде в мире такого, по-моему, не встречал. Вот, поэтому поеду туда, вот уже в пути, проехал уже 12 километров, ну еще надо где-то километров 50 проехать. Через 2 часа начала, мероприятие длится 3 часа, так что я думаю, часами там будет. Кому песочек? Фига себе гора. К вопросу о пробках. Вот там где-то она начинается в километре от меня. И где-то она заканчивается. Где, я даже не знаю. Шоссе 54 стоит на север. Смотрите, что я нашел в пустыне южнее аэропорта. Огромная электростанция. Самое высокое здание в мире на закате. Красота. Очень интересная дорога, учитывая, что сейчас 7 час вечера, самый час пик. Куда она вообще ведет-то? Она-то ведет туда, куда надо. Но где все? Где хоть одна машина? Такой не особо примечательный, но обратите внимание на указатели Dragon Racing или же Autodrome Дубай. Они будут вас вести вот к этому непримечательному въезду с будкой со шлагбаумами. Дальше уходит вниз туннель, и по нему вы попадаете на парковку, которая уже ведет к боксам на автодром. Въезд бесплатный. Вот благодаря этим ребятам из Active Life и проводится этот ивент каждую среду в Дубае. В 6 вечера начало, в 9 вечера конец. В самом последнем боксе. Честно, ребята, я выжат как лимон. Мало того, что я сюда ехал 3 часа, это было где-то 80 километров. Сейчас я проехал, по-моему, 3 круга, да, вот таких вот полных. Заехал на питлейн, и, честно вам скажу, я что-то уже даже
не представляю, как я буду ехать обратно. Вот, обратно мне еще 70 километров пути. Вот, ну реально, это совсем другие ощущения. Если в Голландии можно было и 200 километров за день проехать, здесь эти 150 километров в общей сложности мне даются с большим трудом, нежели в Голландии, поскольку другой воздух, более сухой. И честно вам скажу, днем все-таки было жарко. Вот, хоть и ощущения были такие приятные благодаря ветру, но солнце все-таки палило. Вот. И реально совсем другой климат, нежели в Европе. Поэтому 1 километр я бы считал, наверное, за 2. Вот. Так что вот эти 80 километров, которые я преодолел, по ощущениям, это, наверное, те самые 160 голландских, европейских. Вот. Так что сейчас сижу, отдыхаю. Что касается воды, запасайтесь ею немерено, потому что, честно, я уже выпил больше 3 литров вот, за вот это вот путешествие. И реально, я не знаю, куда она девается, испаряется, вот, но реально с водой не шутите, берите ее много. Даже больше, чем думаете, что можете выпить. Вот, ну и что еще? Классное место, шикарный асфальт, очень ровный. Интересные перепады. Вот. Для велика здесь идеальные условия. Ну, для машины это вообще шикарные. Вот. Но, честно вам скажу, я реально доволен ради этих там 10 или там 20 километров, смотря сколько кругов вы сделаете здесь. Один круг это 2 с небольшим километра, 2 километра и 460 метров по официальной статистике. Вот, соответственно, стоит сюда съездить любителям велосипедов и ощутить свободу. Потому что, честно вам скажу, нигде такого шикарного асфальта я еще пока не видел. Ну и, в принципе, народу немного. Можно и по таймингу ездить, то есть засечь на время. И, в принципе, никто вам мешать не будет. Траектория свободна, по которой ездит обычно Формула-1. Вот. Ну и так для удовольствия тоже можно тут разъезжать. Много бегунов. Ну и, соответственно, велосипедистов еще больше. А на мопедах и мотиках я никого не встретил. Поэтому, видимо, у них какой-то другой особый день. Вот, так что вот такой вот стадион. Мне он очень понравился. Welcome. Ну что ж, теперь нужно обратно возвращаться. А я проложил маршрут. Решил я сократить немножко по магистрали. Ну да, немножко нарушим. Ну, зато выиграем много километров и времени. Да и к тому же мне выезд тут все равно на нее, так что мне некуда деваться. Вот. Так что вернусь я обратно на 54-ю. Соответственно, поеду примерно тем же маршрутом, что ехал сюда. Ну, 70 километров у меня впереди. Надеюсь, к полуночи вернусь. Да, меня, конечно, не очень видно, но вот так вроде фонарь меня немножко освещает. В общем, покинул я магистраль наконец-то. За полчаса проехал 18 километров, что в принципе неплохо. Вот, сейчас я нахожусь уже на 54-й, по ней буду час примерно ехать на север, пока не упрусь в 97-ю. Так что очень мне понравилось это шоссе, оно 2 полосы в каждую сторону, плюс 1 дополнительная полоса как обочина. Ну, мне на велике по ней очень даже классно ехать. Чистенькое, без каких-либо строек, вообще идеальное шоссе. И трафика тут мало, потому что народ едет в основном по магистрали, и вот этой параллельным вот этим шоссе мало кто пользуется. Вот, так что еду сейчас дальше на север, и надо будет искать местечко, где будет сделать какой-нибудь пит-стоп, вот, и заправиться водичкой, потому что у меня осталось буквально 1 глоток. Вот, слушаю радио, пока в пути. Радио 104.1, называется Radio One, радио номер 1. Играет такая хорошая музыка, что-то в стиле Европа Плюс, наверное, больше смахивает на эту радиостанцию. Но, честно, много свежака, что не может не радовать, учитывая, что я меломан. О, да, детка. Вот это мне как раз и надо сейчас. Кажется, там есть супермаркет в Макдаке рядышком. Конечно, плохо видно ночью. В общем, я нашел вот такую вот велодорожку. И она идет прям параллельно 54-му шоссе. Но она уже началась в этой жилой зоне, так называемой. Я полагаю, 54-я скоро закончится. Ну, в общем, первая такая официальная дорожка мне попалась в Дубае. Итак, сделаю небольшую остановку. 40 километров я уже проехал, осталось примерно 30. Ну вот в конце каждого часа я делаю такой 5-минутный брейк. Останавливаюсь, пью водичку, выравниваю дыхание.
Вот, соответственно, 70 километров делите 3 отметки по 20, ну, еще там можно разок остановиться где-нибудь, если уж совсем хочется. Вот, так проще передвигаться и проще покорять такие большие расстояния. Так что едем вперед, время сейчас 11 вечера, очень приятная погода, никакой жары, никакого солнцепека. И как-то дышится даже легче, хотя ветер он очень редко появляется, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы он почаще обдувал меня. Но, увы, не сегодня. Но знаете, даже забавно получилось. Только что записывал предыдущую часть видео, проехал ровно 2 километра, и 54-е шоссе закончилось. Теперь я поворачиваю в сторону моря, на 97-е. И, кстати, здесь самый лучший асфальт. Именно здесь я сегодня побил урбанский рекорд скорости свой. Вот. Максимум теперь 53 км в час. Если кто-то хочет испытать себя, пожалуйста, 97-е шоссе по направлению желательно от моря. И у вас все получится. Уху! Вот и финиш. Последний километр. Итак, подводим итоги. Вот как раз сейчас финиширую. Заеду на парковку, будет ровно 200 километров, которые я накатал со вчерашнего прилета. То есть это меньше, чем за 30 часов получается. Да, примерно. Хотя нет, не 30. Где-то 35 часов в общей сложности. Время сейчас 12:30 ночи. Вот такое вот у меня увлекательное путешествие сегодня было. Выпил, по-моему, 6 литров воды, что ли, что-то такое. Я уже запутался считать, если честно. Сейчас приму душ, огромное желание. Ну и успеваю даже еще на концерт сходить. Застану последний 4-й сет. Ночью, кстати, красиво. И не жарко. Так что, если кто-то захочет кататься ночью, то заранее запомните маршруты. И не обращайте внимания на название улиц, все равно не запомните. Смотрите на номера. Вот по номерам как раз и можно здесь ориентироваться. Все очень просто и логично. Все, до завтра. Пока-пока. Итак, всем привет! Вот такой вот у меня легкий денек. Заехал сейчас немножко перекусить после того, как целый день провел с друзьями, со своими музыкантами. Отдыхали, плавали, развлекались. В общем, сегодня у них the day off, выходной, никакого концерта. Впервые с октября месяца у них такая халява. Вот, ну и решили мы вместе потусить и провести это время. Вот, какие у меня соображения, мысли. Коль у меня сегодняшний день будет заканчиваться раньше обычного, ну не в 3, не в 4 утра, то, наверное, я сейчас буду копить силы и завтра отправлюсь вот на ту трассу в пустыню, которая 50 километров один круг. И, соответственно, это будет второе такое грандиозное путешествие, которое у меня намечено в эту поездку. Первую я уже сделал поездку на автодром, сейчас поеду, ну, честно, я поеду домой, да, в отель. А вот завтра как раз, наверное, ночью буду выдвигаться, чтобы не было этой жары. Ночью поеду туда,
во сколько стартовать? Это, конечно, пока вопрос. В 3 или же в 4 утра. Но мне кажется, наверное, в 3 надо будет стартовать, потому что туда ехать примерно 3 часа. И чтобы приехать с рассвета и успеть вернуться до вот этой мега-жары, которая тут начинается уже где-то с 10-11 утра, то, соответственно, мне нужно будет вот именно в такое время выдвинуться. Ну а почему завтра? Наверное, лучше сделать это в субботу, нежели в воскресенье, потому что в воскресенье это будет мой уже предпоследний день пребывания здесь. Ну а, соответственно, завтра снова концерт, так что завтра я не буду таким бодрым и физически подготовленным, поэтому вот так вот судьба распорядилась. Сегодня пятница 13, кстати, не особо здесь это как-то замечено, вот, но уж не знаю, что это уже так хочет прямо рядом со мной говорить, то ли от меня лучше связь идет. Еще немножко в сторону отойду и так пальмы его закрою. Вот, ну, в общем, пятница 13, здесь особо не празднуется, здесь нет никаких таких даже шуточек на эту тему, вот, но, надеюсь, это тоже суеверие обойдет меня стороной, и завтра, в субботу 14-го, я сделаю свое путешествие без каких-либо технических проблем. Сегодня, кстати, проходила трасса рейс Аджман, так называемое ежегодное велособытие. Его транслировали по местному телеканалу, еще вот эти вот дороги перекрывали здесь. Утренняя велогонка, 118 километров у них был круг, это дистанция максимальная. Второй какой-то там мелкий дистанс, у них был 58 километров. Вот, ну, кстати, хорошая такая разминочка, учитывая, что тут не так много народу участвовало, судя по тем видеорепортажам, которые транслировались с вертолета, но сверху, кстати, очень фантастически красиво выглядит все это дело. Даже вот когда я ездил вот по вот этим шоссе, по которым, кстати, и проводилось это мероприятие, снизу оно не так красиво выглядит, как выглядит с вертолета сверху, поэтому если у кого-то там YouTube под рукой, то зайдите, пожалуйста, вбейте в поисковике Аджман Рейс, и вы увидите вот эти фантастические красоты, которые открываются с высоты птичьего полета. Это реально красиво. Ну все, на сегодня, я думаю, мое включение прерывается будет, поэтому больше мне, в принципе, вам рассказать нечего. Готовимся к ночи, заряжаемся и отправляемся в новое путешествие. Итак, небольшое вступление того, что я с собой беру в это длительное путешествие. Насос, ключи, аптечка для велика, запасная покрышка, здесь у меня денежка, здесь на всякий случай еще одна футболка, ну и вода, без которой никуда не деться. Кстати, она только что прямо из холодильника, холодненькая, это меня будет радовать в ближайшие пару часов уж точно. Все, вот так вот я и поехал. Итак, сквозь ночь мы пробираемся на парковку, где за углом находится мой велосипед. Честно вам скажу, не особо я спал. Я пытался уснуть, но что-то у меня 2 часа вообще не получалось это сделать. Вот как раз мой агрегат. Поэтому поспал где-то только 1,5 часа, наверное. Ну, посмотрим, насколько это все мне обернется. Ну что ж, ну маршрут будет тот же самый, что и тогда на автодром. Мало чем он отличается будет в самом начале. Стартую я, как обычно, с Аджмана. Дальше на 134-е шоссе, потом на 117-е. Вниз до 97-го. С 97-го на то самое 54-е, по которому мы прям прямиком попадаем на 63-е. А 63-я как раз вправо нас уводила тогда на автодром, а в этот раз нужно будет повернуть налево и углубляться в пустыню. Вот такой вот маршрут. Кстати, 63-я заканчивается ровно прямо у старта вот этого 50-километрового круга. Так что не знаю, сколько у меня это время дорога займет. Буду каждые 10 километров делать короткие 15-секундные ролики, чтобы у вас получился небольшой фильм про вот это вот путешествие. Ну что ж, запоминаем расстояние. Сейчас 38 243 километра на бортовом компьютере. Посмотрим, сколько будет у нас путь в одну сторону.
Вот и 54-е шоссе начинается. И прежде чем начать его покорять, я сделаю остановочку. Поскольку уже пройдено 28 километров. Сделал очередную остановку. Передохнуть и выпить водички. Перекресток 54-й, 67-й. Идеальная вообще пустота. Ни одной машины. 4:30 в Дубае. И еще темно. Ну что, ребята, вот я на этом безлюдном 54-м шоссе. 4 полосы все мои, никого. И сзади, и не спереди. Так что можно похулиганить немного. Ну вот и долгожданная 63-я. Поворачиваем на восток, в пустыню. Направление Ист. Местечко называется Аль-Квадро. Если в Google Maps вобьете это место, оно у вас высветится. Ну, а иными словами, это самый конец 63-го шоссе. Тоже не ошибетесь. Итак, 6 утра ровно. Вот монумент, который символизирует прибытие в этот регион для велосипедистов. И как видите, там уже кто-то впереди едет меня. Какой-то чувачок в черном. И вон еще один. Вот у них там велодорога есть. Но как туда попасть, я пока честно не знаю. Поэтому едем по 63-й. Время 6 утра. 3,5 часа я сюда ехал. Расстояние Расстояние 77 километров до вот этого монумента. Ну отсюда еще надо будет километров 15 проехать до главной стартовой точки. О, да, детка, цивилизация, наконец-то. 95 километров позади. И остался последний километр до релакса. Там вроде какой-то должен быть опорный пункт у них, где можно отдохнуть, прийти в себя и дальше отправиться в путешествие. Припарковался я на парковке. Вот здесь есть у них кафе, туалетики. Можно себя в порядок привести. Ну, в общем, сколько? 4,5 часа я сюда ехал. 95 километров пройдено. О, и что-то как-то прям даже это... Хочется реально часочек надо отдохнуть, прежде чем дальше куда-то поехать. Но место прикольное. Тишина. Птички поют. И вот сейчас уже 7 утра, солнце вон уже как высоко. Ну хорошо, прохладненько. Я бы сказал, так градусов 20, наверное, по ощущениям. Хотя понятно, что здесь такого не бывает. Здесь скорее 28 где-то. Ну, в общем, как-то вот так. Пойду что-нибудь куплю себе. В общем, вот мой завтрак. Life Plus. Будем продлевать себе жизнь благодаря лимону и 2 банана. Вот такой вот будет завтрак. В общем, буду час отдыхать, потом поеду. Наверное, так. Итак, вот там начало, а вот здесь будет как раз конец. 49 километров круг. Ну, собственно, вон по 4-й мы приехали сюда. Сейчас мы находимся там, где желтая фигня вот эта. И поедем по часовой стрелке. Сперва вниз,
и потом вот так вот влево. Ну что ж, спрятался в тенечке. Вот такие вот тут есть палатки. Достаточно вместительные. Можно спрятаться от солнца, передохнуть, освежиться. Жалко, тут нету автомата с водой. Было бы вообще замечательно. Потрясающая тишина. Очень красиво. Потрясающая тишина. Просто изумительно. Не, если кто-то там, конечно, из вас хочет, чтобы я снимал следующий выпуск «Выживания в пустыне», то, честно вам скажу, ребята, я не очень хотел бы здесь оказаться хотя бы даже на день. Потому что вот сейчас 9 утра, солнце уже вовсю шпарит. Если бы я выживал в этих условиях, я бы, конечно, спрятался где-нибудь за деревом и провалялся бы там до самого вечера, потому что, ну, нереально в такую жару вообще что-либо делать и соображать и думать. Так что вот, пожалуйста, пейзаж вам подходящий, но не в этом серии, не в этом ритме, не в сайклинге мы с вами будем выживать, это уж точно. Еду дальше, к следующему чекпоинту. Рогатые по левому флангу. А это, думаю, что тут знаки везде висят, что они могут на дорогу выбежать. Шикарное место, чтобы сдохнуть. Вот если бы я тут оказался часа через 3, это была бы реально жесть. Присел я отдохнуть на последнем лагере. Будка реально спасает, потому что без них бы, я чувствую, тут вообще была бы хана. Честно вам скажу, вот эти вот 40 километров, что я уже преодолел сквозь пустыню, они меня реально измотали. В том плане, что надо дать должное, что вот эти вот стартовые 95 километров, которые были у меня до вот этого места, они дают о себе знать. И, наверное, после них нужно было бы сделать побольше перерыв, не 30 минут, а ну, минимум час. А я что-то сделал такой 30-минутный перерыв и поехал, пока было не так жарко. Вот, сейчас уже жара вовсю возвращается, становится невыносимо, у меня вода уже заканчивается, немножко осталось, ну, вот, буквально там 4 глотка, но на последние 10 километров мне этого хватит. Вот, так что не все так просто здесь, как вам кажется, когда вы читаете это описание. Да, приехать сюда на машине, арендовать велик, сделать круг 50 километров, 2 часа с половиной примерно это пути для начинающих, там 3 часа может быть. Это может любой каждый. А вот приехать сюда и сделать круг, а потом еще надо будет уехать отсюда, вот это реально марафон тот еще. Посмотрим, что будет впереди. Куда ведет эта дорога, вообще непонятно. Что там за поворотом ждать? Почувствуйте разницу в овощном салате в Макдаке, в Дубае и с тем, что у нас есть в Москве. Спрятался в тенечке под веломостом, а ветер меня, конечно, гнетает. Не дает обратно добраться домой, в отель. Какие ощущения? Ну, скажу честно. Вот представьте, если вы зомби, и вы вот так уедете уже километров где-то 70, наверное. Вот еще с той пустыни, с того круга, когда завершаешь его. Только это еще не все. Вы зомби. Вы поджариваетесь на сковородке. И вас еще огнеметом херачит. Вот примерно такие ощущения от движения в данный момент. Сколько я воды выпил уже? С
спросите, 7 литров. Вот реально. Пару раз я покупал такие маленькие 200-граммовые соки с каким-то клубничным вкусом. Чисто так вот подсластить и добавить немножко сахара в кровь. Один раз взял апельсиновый сок. Я решил схитрить. В Макдаке его взял, я его разбавлял минералкой. Сам показалось, что я выпил литр сока, даже больше, наверное. Я просто подливал его постоянно. Вот. Ну и съел салатик овощной. Вот, в принципе, вот все, что я за весь этот маршрут поглотил. Но, честно вам скажу, жрать вообще не хочется. Так что сейчас еду в отель. В Макдаке часок охладился. До этого в кафе после круга охладился. Так что получается у меня 2 раза часовых таких было мероприятие по поводу охлаждения. Ну, сейчас мне остается где-то километров 40 до отеля. Уж не знаю, буду ли на 103-м шоссе заезжать в Макдак, чтобы еще раз охладиться, или же все-таки доеду до финала. Но впереди увидим. Но ветер меня, честно, угнетает. Вот это я, конечно, и боялся, что он будет. Он как раз появился очень сильный и порывистый. Вот я на парковке. Смотрим результат. 38 481 километр. Тем самым за сегодня было сделано 239 километров. Новый рекорд. Еще один показатель забыл я озвучить. Сколько я выпил жидкости за этот день, за это путешествие. Я, честно, в шоке. 9,5 литров. По-моему, оно все через меня как-то вот испарилось, наверное. Но зато никакого обезвоживания и все живы. Talk to me, talk to me, baby. I'm going up from this sweet, sweet baby. Let's lose our minds and go fucking crazy. Keep on hoping we'll escape by the ocean. Ну что, попытаем удачу второй раз. Здесь проводится акция, посвященная нашему как раз чемпионату мира, который будет в России проводиться. Кока-кола. Открываем крышку и должны мы что-то там выиграть. Первый раз я выиграл Макдак. Что будет в этот раз, интересно? Опять Макдак. Ну, смотрите, как прекрасно. Поясню, что это такое. На самом деле это целый обед, который спрятан вот под этой крышкой. Ну, единственное, его стоимость составляет 7,5 местной валюты. Вот, то есть это на 17 рублей умножайте. Ну, получается, за 110 рублей можно нехило так отобедать в Макдаке. Второй раз покупаю, второй раз мне везет. Вот мне возникает вопрос, что ж так в России-то не везет с этими акциями? Столько всего проводится, никогда практически ничего интересного не выигрываем. Стоит задуматься, не обманывают ли нас там. Всем привет, товарищи! Отправляемся в последний рейс по Дубаю, едем в аэропорт. Примерно 30 километров. Надеюсь, что за 1,5-2 часа я туда доберусь. Ну и по пути заскочим в Макдак, обменяем последний подарочек. What lovers do, what lovers do, what lovers do. Are we too grown for games? Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Oh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, 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 been wishing for you. Ooh, ooh. Try to do what lovers do. Ooh. Ну вот аэропорт Дубай, терминал 1. Финишируем.
Итак, подводим итоги. 491 километр за эту неделю позади по дорогам Дубая. Сейчас ехал в аэропорт, заднее колесо у меня спустило, видимо, прокол от этой жары неимоверной, либо еще какая-то причина. Ну, в общем, быстренькая замена в течение 20 минут. И я направился дальше, и у меня сейчас час 40 до отправления самолета. Так что успеваем, с запасом, главное ехать и не забывать. Знаете, что еще заметил? Почти 500 километров проехал по Дубаю и не видел ни одной аварии. Именно поэтому, наверное, здесь и меньше пробок, ну и за счет того, что много круговых движений, мало светофоров. Нужно отдать должное, что с инфраструктурой у них проблем никаких, и кататься здесь одно сплошное удовольствие. Так что, если захотите лететь в Дубай, выбирайте месяц, когда не жарко, когда холодно, вот, до 35 тепла, вода желательно 26-27, вам будет комфортно и приятно. Ну и самое главное, пейте больше воды. Вот все, что я вам пожелаю. С вами был Андрей Панда. До новых встреч. 40 тысяч километров уже не за горами. На данный момент 38 521 километр. Вот так вот. Вперед! Don't make me wait in vain. Love you. Can't wait to get my last name. Don't make me wait. Don't make me wait so long, girl. Ну и напоследок по скриптам. Конечно же, в таком виде он не выехал. Вот из этих дверей в терминале Е. Отсюда выносится всегда крупногабаритный багаж, включая велосипеды. Ну вот я его собрал. Чуть-чуть была не на месте цепь. Ну, это такое мелкое замечание, в принципе, все поправимо, благо перчатки у меня были с собой, я все исправил. Ну, в целом все нормально. Сейчас будем смывать эту пыль, потому что в Москве дождь. И вот эта вот пыль, которая образовалась за 500 километров, пройденной в Дубае, она будет сейчас растворяться в московской грязи. Многолюдно сегодня, кстати, в терминале Е. This is more to me than just getting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on, girl. Don't make me wait. Don't make me wait.